Друзья, добрый день. Погода у нас нелетная, задождило, на коп не выедешь. Все время было желание снять тест по приборам, точнее на их реакцию по золоту. И как раз время позволяет, решил это сделать. В нашем тесте будет участвовать Simplex Plus и наш новый прибор NoctaScore 3. Сейчас мы проведем с ними такие манипуляции. Из золота у нас будут два кольца, крестик, две сережки, цепочка-паутинка и более толстая цепочка. Вот посмотрим, как наши приборы с этим совсем справятся. Начинать будем с симплекса. Сразу возьмем такое кольцо. Я думаю, что для него это не проблема. Ну, как видите, довольно-таки легко. Программа у нас Парк 1, чуйка -1. Прибор довольно-таки уверенно справляется. Еще раз проверим. 20 плюс сантиметров свободно. Попробуем теперь с обручалкой. Я думаю, результат будет такой же. Вы сами видите, легко. И ВДИ у нас 28. Возьмем крестик. Сантиметров до 15, я думаю, берет. Дальше слышите сами, сигнал пропадает. Будете ли вы такой копать, я не знаю. Дальше. Тут будет, думаю, интересно. Такая сережка-гвоздик. Смотрим. До 5 сантиметров, на мой взгляд. До 5 сантиметров. Дальше открытая серьга. Сложная цель, посмотрим. Но она довольно-таки большая. Ну, 5 сантиметров уверенно. Если мы ее закроем, то, я думаю, будет до 10 сантиметров. Может быть, даже 12. А с открытой прибору справиться тяжелее. Ну, а теперь самые сложные цели. Цепочка-паутинка. Попробуем сразу без замка. Вы видите, да? Самый-самый притык. Очень-очень слабо. Сейчас перевернем замком. С замком получше. Но это очень-очень сложная цель. Возьмем, попробуем вот так ее собрать в кучку. И даже так. Тяжеловато. 12 кГц с этим справиться. Цепочка более толстая. Но тут полегче. Тут полегче. Я думаю, с этим он справится довольно-таки уверенно. Вот такие у нас результаты получаются на приборе Simplex Plus. Сейчас я выключусь, поменяю приборы, и мы все то же самое попробуем сделать на NoctaScore 3. Друзья, приборы поменял местами. NoctaScore 3. Попробуем на заводских настройках. Программа у нас получается Парк. Частота М1. Я думаю, для него не составит труда хорошо поймать такие предметы, как кольца. Попробуем кольцо. Ну, сами видите.
по-моему, по глубине даже сигнал слабее становится, но по глубине даже, по-моему, глубже берет, чем симплекс. Выводов никаких не делаю, выводы делаете вы. Обручальное кольцо, думаю, будет то же самое. Да. Возьмем крестик. Уверенно. Уверенно до 20 сантиметров. Теперь вот будет интереснее. Вот мелкая серьга. Напомню, настройки заводские. Смотрим. Но глубже. Однозначно глубже, чем симплекс. Вот вам все преимущества мультичастот. Более мелкие предметы прибор берет глубже. Так, дальше. Серьга наша, которая у нас открытая. Сейчас, одну секундочку, прошу прощения. Вот открытая наша серьга, смотрим. По-моему, поглубже это все происходит, чем на симплексе с его 12 килогерцами. Закрывать не буду, и так все ясно. Интересно будет вот такая маленькая цепочка. Посмотрим. Сразу без замка, так как мы пробовали на симплексе. Но тут не знаю. Друзья, не знаю. Не знаю. Вот по этой цепочке, по-моему, особой разницы я не вижу. С замком будет, я думаю, глубже. Да. С замком глубже, а вот без замка результат, по-моему, один и тот же. Попробуем эту цепочку. Более толстую. Ну тут да, тут, по-моему, немного поглубже. А вот с цепочкой паутинка есть вопросы. И сейчас уже для точности эксперимента я выключусь. Да даже не буду выключаться. Я включу свою программу пользовательскую, которой я чаще всего пользуюсь на копе. И мы попробуем все то же самое проделать на ней. Наводка с телефона идет. Извиняюсь. Да что такое? Успокаивайся. F3 моя пользовательская программа. И попробуем мы попробовать все на ней. Вы видите, тут больше открыта маска дискриминации. Частота М1. Я думаю, с кольцами проблем вообще никаких не будет. Вы видите, тут 20 плюс до 30 сантиметров. Обручалка, я думаю, будет все то же самое. Да. Теперь возьмем наш крестик. Тональность поменялась. Тут на этой программе я копаю на 60 тонах. Но глубина 15 плюс. Мелкая серьга. Ну, нормально. 12 сантиметров, я думаю, есть. Серьга раскрытая. Тоже видите, довольно-таки внушительная глубина.
Мультичастота решает. А теперь цепочка тонкая. Посмотрим, как прибор справится с ней. Ну, чуть-чуть, по-моему, чуть-чуть глубже. Но опять-таки, вот такие цепочки паутинки – это самая сложная цель для прибора. Ну, еще, думаю, толстую цепочку смысла проверять нет. Результат будет тот же. Сейчас попробуем переключить на 4 кГц. И посмотрим, какой результат будет. Пардон. М3, 4 кГц. 4 кГц хороша для крупных монет. С кольцами, я думаю, проблем не будет. Вы видите. Чтобы не делать все то же самое по несколько раз, давайте возьмем на 4 кГц вот такую вот мелкую серьгу. Видите, вообще, по-моему, похуже. На мультичастотах прибор ее берет уверенней. И интересно, как будет с раскрытой серьгой. По-моему, на мультичастотах глубина немного больше. Вот такой тест. Выводы никакие, как я уже говорил, не делаю. Выводы делаете вы. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк, подпишитесь, поделитесь с друзьями. Спасибо за то, что были со мной. Рад, если это видео вам пригодится. Всем хорошего дня и до скорых, надеюсь, встреч.